Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Добро пожаловать! Сегодня я вам хочу показать, как я вязала вот такие вот тапочки. Опять я вот такой вот красоты навязала. Скоро идут праздники у нас к женскому дню. Предлагаю связать вместе со мной и порадовать своих близких вот такие вот тапочки. Тапочки связаны полностью спицами. Спицы номер 2,5. Лицевыми петлями вязала я мысок и подошву. Специально выставила 2 пары, чтобы вы могли посмотреть, как смотрится в разных цветах этот узор. Оба связаны по одной схеме мыски. Здесь размер у меня 39-40. Сегодня я буду вязать на размер 37-38. Поэтому схему я верхние цветочки убрала. Связала только 3 цветочка, чтобы это все вместить. Если у вас размер 39-40, значит, можно провязать полностью всю схему. Единственное, что я в большом размере мысок вязала спицами номер 2. 37-38 я мысок и все тапочки вязала спицами номер 2,5. Значит, большой размер по мыску, количество рядов, высоту на 2 ряда увеличивала, делала больше, в ширину также на пару петель делала больше. Сегодня буду вязать 37-38. Если вам нужен будет размер меньше 36, мысок можно на 1-2 петельки по ширине уменьшить. Остальное вяжите также. Значит, это что по поводу размеров. В процессе вязания ширину, высоту, это я все измеряла в сантиметрах. Ну, еще раз, сейчас я вам замерю полностью его длину. Остальное все детали вязала, измеряла. Ну вот, от мыска и до конца в свободном, куда это я заехала, в свободном состоянии 22 сантиметра. Но он хорошо тянется, поэтому 37-38 спокойно проходит. На размер 36 может немножечко вот эту вот боковую часть на один ряд тоже сделайте короче. Ну и опять же примеряйте. Примеряйте, значит, носочки. Так, схему сейчас, схему. Нитки, что скажу за нитки. У меня акрил 100%, 100 грамм 240 метров. Турецкая пряжа, картопу флора это. Вот такими ниточками я вязала. Значит, что мне нужно? Обычный крючок нам пригодится для поднятия петель. 5 спиц у меня номер 2,5. Круговые спицы номер 2,5. Так, по поводу ниток, по поводу спиц все рассказала. Теперь схема. Значит, схема, вот схема, останавливаете видео, делаем скриншот схемы. Схема очень простая. Перерисовала ее, это была вышивка. Значит, схему берите здесь. В сообществе я больше никуда схему вставлять не буду, потому что у половины не открывается, не показывается. Я не знаю, причина не во мне. Значит, на сегодняшний размер, который я буду вязать, 37-38, я провяжу вот только первые 3 цветочка. Если у вас размер больше, можете провязать полностью всю схему. Полностью все 5. Так, высота мыска, это я все замеряла в сантиметрах, все по ходу, все замеряла по деталям. Еще раз схему, я ее сейчас в процессе видео выставлю, еще прикреплю на экран, тоже можно будет ее заскриншотить, значит, там. Ну вот, все сказала, начнем вязать. Начинаем вязание с мыска. Сейчас мы провяжем с вами 12 рядов. В каждом изнаночном ряду я буду делать по одной добавке. Расширим до 24 петель и потом начнем вязать узор. Значит, обычным способом я набираю 12 петель на спицу и первый ряд провязываю лицевой. Наберем 12 петель и провяжем все лицевыми. Провязали все лицевыми. Весь мысок я буду вязать лицевыми петельками. Ниточка вот у меня с этой стороны, это лицевая сторона. Переходим на изнаночную. По изнаночной стороне в каждом изнаночном ряду я в начале и в конце ряда буду делать по одной прибавке. Так расширю мысок до 24 петель. Вяжем лицевыми и в конце ряда делаем одну прибавку. Одну добавила.
Кромочную провязываю изнаночной. Перешла на лицевую сторону. Все вяжу лицевыми, без изменений. По изнаночной стороне буду делать прибавки. Расширяем мысок, вяжем. Значит, сейчас что мы сделаем? Продолжаем вязать. Смотрите, сколько у меня здесь? Раз, два, три, четыре. 4 зубчика рядочка полных, это туда и обратно, я провязала сиреневым цветом. И 2 вот зубчика провяжу белым. И потом начну вязать узор. Сейчас провяжем, расширим мысок. И перейдем, начнем вязать узор. Вяжем. У меня на спице 24 петельки. Я начинаю вязать первый ряд узора. Отрезала 2 ниточки желтого цвета. Будем сейчас вывязывать вот этот вот бантик. Значит, первый ряд, что мы делаем? Первые 16 петель провязываю белым цветом. 16 петель вяжем белым цветом. Я считаю вместе с кромочной. Раз, два, 3, 4. Вяжем 16 петель. Провязали 16 петель. Следующие 2 желтым цветом. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это у нас будет 6 петель. Следующий ряд по изнанке. Я добавку в этом ряду по изнанке в следующем делать не буду. Через один изнаночный ряд буду последние добавки чередовать, чтобы закруглить немножечко мысок. Значит, по изнанке сейчас начало покажу. Дальше я изнаночные ряды показывать не буду. Пару рядов провяжу. Изнаночные ряды мы будем вязать все по узору. Никаких здесь изменений нету. Все вяжутся также лицевыми. Белый цвет над белым, желтый над желтым. Ну или какие там дальше цвета будут. Буду называть только нечетные ряды узора, которые будем вывязывать по лицевой стороне. Здесь узелок не завязывала, потом закреплю. Мысок когда закончу, потом это все закрепим. Все, довязываем первый ряд до конца лицевыми. Второй ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. Раз, два, три, 4, 5. 2 петельки желтым. Я возьму вторую ниточку, потому что большой пробел здесь получается, большая протяжка. Поэтому подключу вторую ниточку. 2 желтым. 9 петель белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Может, где-то пальцем закрываю, но по-любому, потому что петли убегут. Поэтому вы уж не обращайте внимания. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 желтым. 9 белым провязали, 1 желтым. 1 белым. И опять 1 желтым. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. 5 петель осталось. Довязываем белым. Изнаночный ряд вяжем по узору. Сделаю по одной добавке в изнаночном ряду в этом. В начале, в конце ряда сделаем по одной добавке. Изнаночную сторону вяжем по узору. Так, это был второй ряд. Возвращаемся по изнанке в начало ряда. Третий ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. Не забыли сделать по изнаночной стороне по одной прибавке. 5 петель белым. Следующая петелька желтым. 2 белым. 2 желтым.
6 петель белым цветом. Шесть белым провязали. 1 петелька желтым. И все оставшиеся петли до конца ряда мы вяжем белым цветом. Это у нас был 3-й ряд. Следующий изнаночный ряд. В следующем изнаночном ряду я прибавку делать не буду. Вяжем его по узору. Желтый над желтым, белый над белым. Довязываем изнаночный ряд, возвращаемся в начало ряда. 4-й ряд узора. Первые 9 петель провяжем белым цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петельки желтым. 3 белым. 2 желтым. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. По изнаночной стороне сделаем последние добавки. Всего будет 28 петель на спице у нас. И будем дальше провязывать узор. Так, довязываем до конца. Возвращаемся по изнанке. Сделаем по последней добавке. Это был 4-й ряд. 5-й ряд узора. Первые 11 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 желтым. 1 белым. 2 желтым. 2 оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 5-й ряд. Возвращаемся по узору по изнаночной стороне. Все до конца довязываем белым цветом. 6-й ряд узора. Первые 8 петель провяжем белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петельки желтым. 2 белым. 'Ой, нитку вытягивала и по камере. 1, 2, 2 белым, 1 желтым, 1 белым, 3 желтым. 1, 2, 3. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. Все остальные петли вяжем белым. По изнанке возвращаемся по узору. Это был 6-й ряд. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. 7-й ряд узора. Первые 7 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 петелька желтым.
2 белым, 2 желтым, 2 белым, 3 петли желтым цветом, 1 белым, 1 желтым и оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был 7 ряд. Возвращаемся по изнанке в начало ряда, довязываем до конца белым. 8 ряд узора. Первые 7 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 желтым, 3, 1, 2, 3, 4, 4 петельки белым цветом. 1, 2, 3, 4. 4 белым, 2 желтым, 1, 2, опять 4 белым, 1 желтым, оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Возвращаемся по изнанке по узору, довязываем белым цветом, возвращаемся по изнанке. Вот такая изнанка пока что. Так, это был 8 ряд, довязываем, идем в начало ряда. 9 ряд узора. Первые 8 петель провяжем белым цветом. 8 петель провязали белым, 3 петельки желтым, 1 белым, 2 желтым, 1 белым, 3 желтым, 'Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 9 ряд. По изнанке возвращаемся по узору в начало ряда, довязываем до конца. 10 ряд узора. Полностью все петельки провяжем белым цветом. На этом мы бантик вязать закончили. Ниточки можно здесь обрезать. Весь вяжем белым цветом, и по изнаночной стороне тоже вернемся белым цветом. 10 ряд. 11 ряд узора. Первые 9 петель провяжем белым цветом. Здесь мы вводим зеленый цвет. Сейчас будем вывязывать типа листиков. 9 петель провязали белым цветом, 1 зеленым. Лишнюю провязала. 1 зеленым, дальше 7 белым, 7 петель белым и опять 1 зеленая.
9 белым, 1 зеленым, 7 белым и 1 зеленым. Одну зеленую подвязала я опять ниточку. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был у нас 11 ряд. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. 12 ряд узора. Так, дальше у меня будет 2 цвета идти. Начнем сейчас вывязывать цветочки. Я буду их называть темные и светлые, потому что цвета у вас могут быть разные, поэтому для удобства темным и светлым буду обозначать. Значит, что мы теперь будем делать? 12 ряд. Первые 6 петель провяжу белым цветом. 3, 4, 5, 6. Одна петелька, цветочек начинаем вывязывать. Одна петелька темным цветом. Одна белым. Четыре зеленым. Две белым. Четыре зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был у нас 12 ряд. По изнанке возвращаемся по узору. Довязываем до конца, идем в начало ряда. 13 ряд узора. Первые 4 петли провяжем белым цветом. Одна зеленым. Одна белым. Четыре петли темным цветом. Одна зеленым. Одна белым. Две петельки темным цветом. Одна белым. Две зеленым. Две белым. Одна темным цветом. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это был у нас 13 ряд. Возвращаемся по изнанке по узору. Довязываем 13 ряд. 14 ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. Далее берем светлый цвет для цветочка. 3 петельки провяжем светлым цветом. У меня один темно-сиреневый, один светло-сиреневый. У вас это могут быть другие тона, поэтому я буду говорить светлый и темный. 3 петли провязываю светлым цветом.
2 петельки темным, 1 белым, 2 петельки темным, 1 светлым цветом, 2 темным, 1 белым, 4 петли темным цветом, 1 белым, 1 зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 14 ряд. Ой. Переходим на изнанку. По изнанке вяжем каждый по узору. Зеленый над зеленым, белый над белым. Я первый ряд показывала, дальше изнанку не показываю, потому что это будет очень долго. Все вяжем лицевыми также. Один раз сейчас пройдусь. Перебрасываем здесь ниточки. Зеленый над зеленым. Белый. Что у нас там сиреневый дальше? Вот таким методом я вяжу. Сильно не затягивайте, но сильно рыхло не вяжите, чтобы было все плотно. Петли не вытягиваем. Довязываем изнанку. Заканчиваем 14 ряд. Здесь осталось всего несколько рядов, поэтому в этот раз узор несложный. Пятнадцатый ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. 1 петелька вяжем цветочек, 1 петелька светлым цветом, 1 темным, 1 светлым, 2 темным, 1 белым, 1 темным, 3 петли светлым цветом, 1, 2, 3, 1 темным, 1 белым, 2 темным,
3 светлым. Раз, два, три. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 15 ряд. Довязываем до конца, по изнаночной возвращаемся в начало ряда. Вот такой у нас вырисовывается. 16 ряд узора. Первые 6 петель провяжем белым цветом. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Одна петелька светлым, 2 темным, 2 белым, 2 светлым, 1 темным, 2 светлым, 1 белым, 2 темным, 1 светлым, 1 темным, 1 светлым цветом. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 16 ряд. Довязываем и возвращаемся в начало ряда. Все оставшиеся петли довязываем белым цветом. 17 ряд узора. Первые 12 петель провяжем белым цветом. 3 петли светлым цветом. 3 белым, 1 темным, 2 светлым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. На этом узор заканчивается. По изнанке провяжем по рисунку, по узору. Все далее вяжем белым цветом до конца ряда. Это был 17 ряд. Значит, что мы сделаем дальше? Довязываем белым цветом. Вернемся по изнанке. Розовый над розовым, сиреневый над сиреневым. Я всего провяжу 27 вот этих вот зубчиков рядов в высоту. Белым цветом все остальные будем вязать. Провяжем нужную нам длину. Значит, вот смотрите, получилось, что я после цветочка провязала 1, 2, 3, 4. 4 еще зубчика. Ну, это полных 4 ряда, 8 рядов, если туда-обратно считать. Значит, закончим, довяжем до конца мысок. Закончим сейчас белым цветом, провяжем. Я к вам вернусь, будем вязать дальше. Все, 17 ряд, цветочки мы закончили. Возвращаемся по изнанке и далее белым цветом заканчиваем мысок. Закончили вязать мысок. Теперь что мы сейчас сделаем? Попрячем все хвостики сзади. Потом вот эти вот веточки прошьем. Зеленую нить не обрезаем. Прошьем палочки эти все сделаем. Так, что здесь? Да вот под ниточками. Ой, куда это я залезла? Так, протягиваю вверх-вниз, прячу. По одной. Хорошо попрячем их. Теперь, сейчас я сразу, наверное, замеряю, что у меня получилось
ширину. Ширину у меня, смотрите, 8,5 сантиметров. И высота 10,5. Так, теперь взяла зеленую ниточку вот здесь. Вот у нас по схеме идут такие полосочки. Мы их сейчас прошьем. Так, иголку вдели. И вот сюда одну веточку протянули. Теперь вторую. Протяжка, чтобы большую не делать, можно вот ниточками протянуть. Так, куда мы дальше тут идем? Угу. Да вот сюда. Еще одну. И так вниз дальше опускаемся. По одной прощем веточки. Так, с этим разобрались, понятно, да? Еще вот так вот. Схемы нет, вышиваем веточки на глаз. Одну сюда заведем. Так, теперь понятно, да? Вот. И до верха идем, стебелечки эти прошиваем. Так, теперь дошиваем это. Ой, что-то я камеру шатаю так. Так, теперь что я делаю дальше? Подключаю основной цвет. Сейчас будем вязать боковые стороны вот эти вот. Вязать можно любым узором. Можете продолжать также платочной вязкой вязать или, ну, в общем, дело вкуса. Как вам удобно. Я, значит, буду вязать каким узором. 2 петельки буду накидом обвивать. Сейчас подвязали светлый цвет. В начале и в конце ряда я добавлю по одной петельке. Будет 30 петель, чтобы не был сильно узкий боковая, чтобы не была сильно узкая боковая сторона. Провязываю 12 петель основным цветом. 4 боковые стороны у меня будут по 12 петель. Средние петельки я закрою. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель провязали. Средние закрою. И точно так же провяжу 12 петель на этой стороне. Осталось у меня здесь 12 петель. Средние я закрыла. Провяжу их лицевыми и обратно по изнаночной вернусь опять лицевыми. Вяжем до конца лицевыми, возвращаемся обратно лицевыми. 12 петель. Провязала я 12 петель вместе с добавкой по краям, сделала по одной добавке. И теперь буду вязать сначала левую сторону, потом правую сторону. Свяжем нужную нам длину. Не смотрите, что получается вроде бы маленький. Он, когда весь обвяжется, как раз на 37-38 подойдет. Значит, как я буду вязать эту половинку? Простым способом, не заморачивалась в этот раз.
Значит, что я сделала? Делаю один накид, 2 лицевых и накид перебрасываю через 2 лицевых петли. Все, опять один накид сделала, провязала 2 лицевых петельки и накид перебросила. Только сильно не растягивать, чтобы не было рыхло. Один накид, 2 лицевых провязала и перебросила. По изнаночной стороне все петли буду вязать изнаночными. По лицевой точно так же повторяю. Один накид, 2 лицевых перебросила. Ну, а вы вяжите, я же говорю, каким хотите. Узором можете таким же, можете продолжать платочкой вязать. Платочкой будет плотнее, конечно. Ну, я в этот раз решила так связать. Всё. Кромочная у меня изнаночная. Перешла на изнаночную сторону, вяжу все изнаночными. Так, провяжу я нужную длину, замеряю потом, опять же, тоже в сантиметрах до пятой, сколько это у меня получится. И перейду на вторую сторону, буду вязать вторую половинку. Значит, что сейчас сделаем? Вяжем одну половинку, потом перейдем на вторую сторону и также свяжем вторую. А потом сделаем полностью обвязку и перейдем к подошве. Продолжаем вязать вот эту вот половинку. Закончила вязать левую сторону, закрыла петли. Так, что-то у меня получилось. Ну да, без связки. 21 сантиметр. Ой, 21 сантиметр в длину. Ну, это еще растянется. Значит, теперь что я сделаю дальше? Перехожу вязать следующую сторону. С изнанки ниточку закрепила. Теперь, чтобы здесь не было вот такой вот дырочка, тут у нас образовалась, чтобы ее не было, что я сделаю? Петельку вытащу и провяжу их 2 вместе. Остальные все до конца провяжу лицевыми. И дальше по лицевой стороне уже будем вязать узором. И остальное все точно так же провяжем эту половинку. Нужную нам длину, закроем петельки. И будем обвязывать тапочек. Вот смотрите, все, дырочки у нас здесь нету, все закрыли мы. Так, все, продолжаем дальше вязать узором. Первую петельку снимаю, опять вяжу также, я делаю один накид, 2 лицевых, накид перебрасываю через 2 петельки, накид, 2 лицевых, накид перебросила, и по изнаночной стороне провяжу все изнаночными. Если посчитать по рядам, вот эти вот накиды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я 17 вот этих с накидами провязала рядов, так сказать, и потом закрыла. Вот. Значит, довязываем эту сторону, заканчиваем. Я к вам вернусь. Закончили вязать обе половинки тапочки. Теперь что мы сделаем? По всему тапочку наберем петли и провяжу вот этот такой рантик в высоту. 2 сантиметра у меня будет высота. Значит, набираю петли. Всего у меня будет полностью 108 петель. Сразу наметим серединку, чтобы было у вас одинаковое количество петель. Вот боковые стороны, половинка мыска, и с этой стороны, чтобы везде количество петель совпадало. Так, теперь
с уголка набираю, но здесь на одну петельку наберу больше, чтобы потом у нас эта обвязка не перетягивала, не затягивала, свободно ложилась. Поэтому одна, еще раз. И вот еще одну с уголочка наберу петельку. Наберу петли, первый ряд провяжу лицевыми все по изнаночной стороне. Потом буду вязать со снятыми петлями. Ну, потом я к вам вернусь. Так, по 2 дужки захватываю петельку, набираем. Набираю на круговые спицы. Я использую 2 пары спиц. На одни набираю, вторыми провязываю. Так удобнее. Так, здесь понятно, да? Набираем петли. О. И вернемся по изнанке. Все провяжем лицевыми. Провязали один ряд по изнанке лицевыми петлями. Вот такой вот у нас получается. Теперь я буду дальше вязать. Можно дальше продолжить платочкой. Петли закручиваются. Ой, петли, спицы. Я второй парой. Так, первую снимаю. Одну провязываю изнаночную. Одну снимаю, не провязывая нить перед работой. Одна изнаночная, одну снимаю. Одна изнаночная, одну снимаю. По изнаночной стороне все буду вязать изнаночными. По лицевой опять буду вязать также, только над снятой буду вязать изнаночную, над провязанной буду петельку снимать в шахматном порядке. Одну снимаю, одну провязываю изнаночной. Одну снимаем, одну изнаночной. Так идем до конца ряда. Так, по изнаночной стороне мы вяжем изнаночными петельками второй ряд. Все вяжу изнаночными. По лицевой стороне опять буду вязать одна изнаночная, одну снимать. Так, лицевая сторона вот так вот, снятые петельки вот так вот выглядят. Так, теперь что у меня с лицевой стороной? Я первый ряд начинала, первую провязывала, вторую снимала. Теперь на провязанную я буду снимать нить перед работой. Ту, которую снимала, я буду провязывать. Провязанную снимаю. Ту, которую снимала, я провязываю изнаночной. Опять идем. Одну провязала изнаночной, одну сняла. Одну провязала изнаночной, одну сняла. Так иду до конца ряда. По изнанке буду вязать изнаночными петлями. Значит, провяжу, как я уже говорила, 2 сантиметра. Можете, кто не хочет, вязать платочкой, опять же. Последние 2 ряда провяжу 10 рядов. Это туда и обратно. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Получается у меня со снятыми этими петлями. И последних 2 ряда, один изнаночный, один лицевой я провяжу и перейду к подошве. Вяжем, закончим вот эту вот часть. Я к вам вернусь, начнем вязать подошву. Закончили обвязывать тапочек. Теперь переходим вязать, будем подошву. Я взяла средние 10 петель на подошву. Спицы перегнала вот, чтобы у меня концы смотрели на мысок. Вот так вот. Значит, начну с 10 петель и буду расширять. Вот так вот подошва будет. Буду добирать с каждой крайней спицы по одной петельке. Расширю, пока у меня не будет 22 петли на спице. Я расширю до 22 и буду вязать до последней петельки. Потом перейду на пятую и по 5 немного буду сокращать. Значит, подошву буду вязать платочной вязкой, все лицевыми. Сейчас что мы делаем? Первый ряд провязываем все до последней петельки. Так, 2,
4, 6, 8, 9, 10 и 1 петелька со спицы вот справа, с левой стороны. Ее тоже провязываю лицевой. Нить перевожу. Теперь спицу тут подтяну. И далее вяжу все лицевыми до последней петельки и 1 петельку провязываю с боковой спицы. Вяжем лицевыми до последней петельки. Последнюю лицевой. Изнаночная сторона. Петельку добираю тоже лицевой. Развернулись. Первую снимаю. И вяжу все лицевыми. Когда наберу нужное количество мне петель, расширю пятку. Дальше буду соединять боковые петельки по методу 5. 2 вместе буду провязывать по лицевой стороне изнаночной петлей. По изнаночной стороне 2 вместе буду соединять лицевой петлей. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем подошву. Добираем нужное количество петель. Если пряжа у вас тоньше, то можно набрать на 2 петельки больше. Или же, если у вас размер больше, то тоже на пару петель больше доберите. Опять же, желательно примерять, провязав пол мыска. Примерите. Будет уже понятно, еще расширить. Все, опять сняла, нить впереди. И так идем дальше по одной. Добавляем. Последняя петелька. Добавила 1 с боковой спицы. Все. И далее снимаем первую. И далее все лицевыми вяжем. Здесь вот этот вот край не растягивайте сильно. Вот видите, у меня дырка получилась. Сейчас я это перевяжу, чтобы это было все плотно. И вот так у нас будет мысок вырисовываться. Значит, сейчас что мы сделаем? Вот смотрите, я расширила. И дальше закрываю по 2 до самого конца. По 2 петельки дальше закроем. Изнаночной петлей по лицевой стороне. По изнаночной стороне, как я уже говорила, будем закрывать лицевой петлей. Вяжем, расширяем нашу подошву. Закончили вязать подошву. Переходим, сейчас будем вязать пяту. Значит, что у меня здесь получилось по длине? По длине она у меня получилась 19 сантиметров. В ширину 6,5 сантиметров. Так, теперь пятка. На пятку я взяла средние 16 петель. Если вам это будет широко, можете взять 14. У меня было всего 22 по подошве. Вот по 3 петельки я взяла на запасные спицы. Сейчас я с боковой стороны еще доберу петли с каждой стороны. И потом буду продолжать вязать задник, соединять. Так, вот эти вот 3 петельки с подошвы. Вот они у меня на спице. И с боковой стороны по 2 дужки я доберу петельки. Наберем петельки и вернусь обратно изнаночными в боковую сторону. Набираем петельки по 2 дужки, ввели крючок, вытянули петельку, набрали. Так до конца наберу петельки. Набрали петли и обратно возвращаюсь изнаночными петлями, провязываю все. Среднюю часть пятой провяжу также лицевыми и наберу вторую сторону. Провязываем изнаночными. Провязала лицевыми средние 16 петель, которые у меня идут на пяту. Теперь вот 3 петельки я их тоже провяжу лицевыми, так как они у меня были, вот выглядели как изнаночные. И мы здесь закрывали петельки с под каждой дужкой
наберу петельки. И по изнанке провяжу их лицевыми. И потом пойду закрывать пяту, и крайние петли буду по лицевой стороне закрывать изнаночной, по изнаночной, лицевой. Так, идем до конца, набираем петельки. Набираем петли. Набрали петли по изнаночной стороне. Провязываем эту боковую спицу все лицевыми. Здесь у нас получается рядок изнаночный. И здесь точно так же получается рядок изнаночный. Все вяжем лицевыми. Среднюю часть провязываю тоже лицевыми. И последнюю петельку буду закрывать с петелькой с боковой спицы. Сейчас вяжем лицевыми и средние вяжем лицевыми. Провязали средние пяточные петли все. Последняя петелька. Соединяю ее с петелькой с боковой спицы. Дальше все вяжем по методу пятки. 2 петельки провязываю вместе лицевой по изнаночной стороне. Перешла я на 2 спицы. Так удобнее вязать. Все, первую снимаю. Вяжу петли пятки нашей. 16 петель провязываю. Провязала 15 петель. Последнюю 16 петельку закрываю с петелькой с боковой спицы. По лицевой стороне 2 вместе провязываю изнаночные. Все, перешли на изнаночную сторону. Опять также я провязываю все лицевыми. И последние 2 петельки закрываю вместе лицевой провяжу. Значит, если количество петель вам будет для пятки сильно высокое, если это вам будет сильно много, то тогда что можно сделать? Сейчас довяжу. Пару раз провязать не по одной из боковой спицы, а по 2 петельки. Сократить вот это вот количество петель, чтобы пятка не была сильно, задник не был сильно высоким. Вот у меня последняя петелька. Мы по 2 закрываем вместе. 3 петельки вместе провязать. 3 петельки вместе провяжем. Вот, и немножко убавим количество петель на пятке. Точно так же закроем не 2, а 3 с этой стороны. Так вяжем, закрываем нашу пятку, довязываем до конца. Если необходимо, если вам это будет широко, для чего я вверху буду на 2 петельки сокращу задник, чтобы уменьшить количество петель по окату. Если вам будет много сильно здесь петель, тогда можно задник немножечко сократить по 2 петельки с каждой стороны. Значит, сейчас что делаем? Вяжем платочной вязкой. Я буду вязать задник, закрывать боковые стороны. По 2 петельки вместе провязываем. Все, дойдем до последней петли. И потом будем обвязывать тапочек. По лицевой стороне 2 вместе провязываем изнаночной петлей. По изнаночной стороне 2 вместе будем провязывать лицевой петлей. Так, вот она последняя. И не одну, а 2 вместе. Раз, два, три. 1-2 раза можно так закрыть, чтобы уменьшить количество петель. Все, вяжем, заканчиваем задник, довязываем пятку, закрываем. Вот так вот получается это у нас все. Вяжем. Закончили вязать пятку, закрыли петельки все, не обрывая нити. Теперь что я сделаю? По кругу, по всему тапочку наберу петельки. У меня будет 60 петель. По 2 дужками набираю петли на 4 спицы. Провяжу первый ряд все изнаночными. Потом 3 ряда лицевыми петельками. А потом небольшой вывяжу узор. Значит, сейчас что мы делаем? Набираем петли. И провяжем 4 ряда. 1 ряд провяжем изнаночными петлями, 3 ряда провяжем лицевыми. Так, набираем петельки, провязываем. Я провязала 3 ряда лицевой гладью. Дальше подключаю темный цвет. Буду вязать 1 петельку темным цветом, 3 петельки
основным светлым цветом. Вот так вот. Одну темную, 3 светлым, одну темным, 3 светлым. Провяжем так весь ряд. Одну темным. Очень удобно здесь. 3 петельки светлым. Нить сильно не затягиваем. Одну темным, 3 светлым. И так вяжем до конца ряда. Одну темным. Вот так вот вяжем. Следующий ряд. Над темной провязываю светлую. Следующая темная. И дальше будем чередовать. Одну светлую, одну темную, одну светлую, одну темную. Над темной петелькой всегда у нас будет светлая. Так вяжем до конца ряда. Одна темная, одна светлая. Над темной петелькой будет светлая. Довяжем так до конца ряда. И следующие ряды все буду вязать темным цветом. Всего провяжу 14 рядов. Лицевой гладью высота у меня будет 14 рядов. Но опять же, в зависимости от вашей плотности вязания, можно 15 и 16 рядов провязать. Вот так вот вяжем. Провязываем до конца. Остальные все ряды вяжем темным цветом после этого ряда. Всего провяжу 14 рядов, как я уже сказала. И потом с изнаночной стороны прикрепим, примонтируем это дело. Значит, вяжем нужную высоту бейки сейчас. Провязала я 14 рядов. Теперь что делаем дальше? Выворачиваю наизнанку и привязываю по одной петельке. Сейчас, значит, так, вывернули наизнанку, перегнули. Я уже здесь половину провязала. Снимаем одну петельку со спицы и подхватываем одну петельку. Вот у нас первый был наборный ряд. Вот такая вот косичка проходит под этой дужкой. Поперечные идут петельки. Вот они, раз, два, три, четыре. Вот за каждую эту петельку вводим крючок, подхватываем и вытягиваем ниточку. Через одну протянула и через вторую. Ой, камера сбилась. Опять сняла. И так примонтируем все по одной до конца все петельки. Я таким способом подвязываю. Можно это делать иглой, можно всякими разными видами швов. Ну, мне удобнее таким способом. Захватили. Раз вытянула. И второй раз вытянула. Все. Заканчиваем тапочек. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотры, за подписки, за комментарии, за пожелания. Всем легких петелек. Значит, так, заканчиваем. Все. Вот так вот. Всем пока-пока. Увидимся.